Неандерталец. Один день борьбы за жизнь и открытие. Часть первая. Пробуждение в ледниковом периоде. Забудьте миф о том, что первобытные люди жили в полной гармонии с природой. Реальность была жестокой и бескомпромиссной. Каждый день наших далеких предков был наполнен изнурительной борьбой за выживание. Представьте, что вы просыпаетесь не в теплой и мягкой постели, а в холодной, сырой темноте пещеры. И впереди у вас непривычный поход на работу или учебу, а тяжелый день, посвященный единственной и главной задаче – дожить до следующего утра. Именно так, с постоянной готовностью к трудностям, начинался каждый день для всех членов небольших семейно-родовых общин неандертальцев. Европа в те времена еще не до конца оправилась от последствий ледникового периода. От ночного холода неандертальцев спасали только одежды из звериных шкур и постоянно поддерживаемый огонь. Пламя в очаге нужно было сохранять непрерывно, пока группа находилась на территории этого стойбища. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, умели ли люди в то время самостоятельно разводить огонь, или каким-то образом переносили тлеющие угли, мигрируя за стадами копытных животных. Основу рациона неандертальцев составляло мясо этих копытных. Кроме того, эти наши родственники употребляли в пищу орехи, коренья, ягоды, а также рыбу и морепродукты. Однако, в отличие от кроманьонцев, их главных конкурентов, неандертальцев нельзя назвать полностью всеядными. Их образ жизни и анатомия были больше приспособлены к потреблению мясной пищи. Часть вторая. Опасность на пороге убежища. Первым делом утром людям необходимо было убедиться, что пространство вокруг убежища абсолютно безопасно. На ночь вход в пещеру закрывался баррикадой из камней и веток, а горящий внутри огонь служил дополнительным средством отпугивания хищников. Но возле самой пещеры выходящих неандертальцев могла подстерегать смертельная опасность. Крупные плотоядные звери вполне могли устроить засаду. Человек, оставшийся в одиночку, не мог противостоять подобным хищникам. Среди них могли быть хищники вроде меганторионов, крупных саблезубых кошачьих размером с современного леопарда, или гигантских гиен пахикракут. Поэтому на рассвете, в сумерках, сильные мужчины, вооружившись примитивными копьями, каменными топорами и дубинами, тщательно обследовали окрестности пещеры. Только убедившись в полном отсутствии опасностей, они разрешали выйти наружу более слабым сородичам – старикам, женщинам и детям. Всему роду предстоял очередной, полный рисков день борьбы за выживание. И никто не мог быть уверен, что все его родственники снова соберутся у семейного очага к вечеру. Часть третья. Язык пламени и бремя древних страхов. С тех древних времен сохранилась необъяснимая любовь современных людей к посиделкам вокруг костра. Тогда огонь служил источником не только тепла и света, но и безопасности. Он отпугивал хищных зверей. На нем готовили пищу, а самое главное, собравшись у костра, наши предки общались друг с другом. Общий очаг стал символом развития речи и начала социализации человеческого общества.
Вероятно, первобытные люди жили в состоянии постоянного страха нападения хищников, скрывающихся в темноте. Есть мнение, что наша неосознанная боязнь темноты – это отголосок эмоций древних предков, закрепленный практически на уровне инстинкта. В темноте их подстерегали десятки опасностей. Не видя, куда ступать, можно было просто свалиться в яму и сломать себе ногу. Покалеченный член общества становился уязвимым для атаки животных. Он был не способен приносить пользу и, соответственно, становился обузой для всего рода. У более развитых представителей рода Homo, вроде тех же неандертальцев, уже было принято заботиться о нетрудоспособных соплеменниках. Но на их содержание приходилось расходовать и без того небольшие запасы ресурсов. А в случае непосредственной опасности для остальных членов группы ими все равно могли пожертвовать. Часть 4. Жизнь на грани. Загадка каннибализма. А учитывая доказанные факты каннибализма среди неандертальцев, в случае сильного голода первыми жертвами соплеменников, увы, становились люди, менее важные для выживания группы. Не стоит оценивать сам факт каннибализма среди неандертальцев с точки зрения современной морали. Наши предки жили в совершенно других реалиях и по-своему понимали место человека в этом мире. Для них в поедании себе подобных не было ничего предосудительного или противоестественного. Это явление еще не так давно было очень распространено среди самых разных племен, живущих вне цивилизации. К ним можно отнести, например, австралийских аборигенов. Поняв их мотивацию, мы можем предположить, что и первобытные люди поедали своих врагов или соплеменников по разным причинам. Первое – голод. Первое и самое очевидное из них. Для неандертальцев, чье выживание напрямую зависело от наличия мяса в условиях отсутствия более привычной добычи, человек рассматривался как источник пищи. Вторая – гигиена и защита. Неандертальцы могли поедать своих умерших сородичей для того, чтобы запах разложения не привлекал различных плотоядных животных. Третье – религиозный культ. Постепенно это явление могло стать частью зарождающегося религиозного культа. Поедая мертвых, неандертальцы пытались получить часть их охотничьей удачи, силы, выносливости или других положительных качеств. Часть 5. Распределение ролей, изобретения и древние подарки. Но вернемся к нашим неандертальцам. Каждый член группы должен был приносить пользу и способствовать выживанию рода. Для всех находилась посильная, но порой достаточно сложная и ответственная работа. Взрослые мужчины уходили на охоту. Женщины и подростки следили за огнем, обрабатывали шкуры и собирали съедобные растения. Также кто-то занимался изготовлением инструментов и оружия из дерева, камня и кости. Внешне неандертальцы имеют мало общего с современным человеком. Но, как это ни странно, многие вещи, которые присутствуют в нашей жизни, пришли к нам именно от этих древних охотников и собирателей. В одном из недавних выпусков мы рассказывали о таких изобретениях неандертальцев. К подобным вещам относятся изобретение одежды, первая в мире каша и даже, возможно, появление музыкальных инструментов. Но есть и другие, чисто бытовые вещи,
которые были в жизни неандертальцев и присутствуют в современном мире. Не самым приятным и полезным подарком современным людям от неандертальцев являются, как это ни странно, вши. Один из видов этих существ, паразитировавший на неандертальцах, существует и сейчас, с успехом обитая на теле современного человека. Этот факт заставляет по-новому взглянуть на совместное существование двух видов людей – неандертальцев и кроманьонцев на ледяных просторах Европы. Известно, что они могли иметь общее потомство и регулярно скрещивались между собой. Но наличие общего паразита говорит о том, что они контактировали не только в ходе войны за взаимное уничтожение. Они могли обмениваться друг с другом одеждой и длительное время обитать в одном месте одновременно. Часть 6. Загадка гигиены и таинственный дезинфектор. Еще одной до конца не изученной стороной жизни неандертальцев является гигиена этих древних людей. Конечно, в тех суровых условиях жизни сложно было поддерживать идеальную чистоту тела. Мыть волосы, делать прически и выполнять десятки привычных нам процедур. Соблюдать какую-никакую гигиену в теплое время года еще было возможно. Но когда все водоемы замерзали, а температура на улице вовсе не располагала к водным процедурам, приходилось находить альтернативные варианты. Можно предположить, что, подобно некоторым коренным народам Севера, неандертальцы для мытья использовали прокисшую мочу. Этот раствор является мощнейшим дезинфицирующим средством. Моча растворяет жир и удаляет различные запахи не хуже современных гигиенических и косметологических средств. Кроме того, до средних веков мочу использовали в кожевенном деле для размягчения шкур, а также применяли в других ремеслах. Возможно, неандертальцы тоже применяли ее при выделке шкур или для чистки своей одежды, делая ее мягче и избавляя от паразитов. Часть 7. Цена выживания и высокая смертность. В целом, быт неандертальцев был наполнен совсем небольшим по современным меркам набором дел. Но при этом они были тяжелыми и очень важными для выживания. В течение дня у первобытных людей не было времени на безделье и пустое времяпрепровождение. Каждое дело имело свою цель и служило выполнению одной задачи – поддержания жизнеспособности своей семейной группы. Средняя продолжительность жизни среди неандертальцев и так была невысокой. Она составляла не более 35 лет. Но эта цифра не означает, что 35-летние неандертальцы уже были дряхлыми стариками. В основном она говорит об очень высоком проценте детской смертности. Если ребенок в это время доживал до условного подросткового возраста, то он мог спокойно прожить и 45 лет, и, может быть, даже больше. Правда, суровая жизнь неандертальцев этому никак не способствовала. Они могли умереть от множества болезней, с которыми не умели бороться, или стать добычей хищных зверей. Несмотря на очень крепко сложенное тело, неандертальцы могли умереть от последствий серьезных травм, ранений или переломов. Хотя ученые находят множество свидетельств того, что, например, переломы они залечивали, и соплеменники заботились о них во время выздоровления. Часть 8. Охота. Марафон на выносливость и тактика. Каждый день неандертальцев не был похож на предыдущий.
В основном это касалось охоты. Она могла быть невероятно удачной, а могла, наоборот, принести серьезные проблемы. Хорошая добыча означала, что все члены группы не просто будут сытыми. Это значило, что все они доживут до завтрашнего утра, будут здоровы и полны сил. Если добычи будет недостаточно, то сытыми в этот день будут только самые сильные мужчины. Только им будет под силу снова пойти на охоту. Остальным придется терпеть голод и надеяться, что в этот раз охотники вернутся с богатой добычей. Охота на крупных копытных во времена неандертальцев сильно отличалась от картинок, которые мы видим в учебниках истории древнего мира. Загонную охоту, в результате которой животные уничтожались просто в промышленных масштабах, изобрели наши прямые предки – кроманьонцы. При этом, не владея технологией длительного сохранения мяса, большую часть добычи они просто не могли переработать, что приводило к огромным потерям. Единственным доступным первобытным людям вариантом заготовки мяса впрок был способ, который даже сейчас используют некоторые малые народы, живущие в зоне вечной мерзлоты. Они хранят запасы продуктов в ямах, вырубленных в мерзлом грунте. В таком природном холодильнике мясо может оставаться пригодным в пищу достаточно долгое время. Хорошо еще, если до того, как добыча начнет портиться, а ее запах привлечет хищников и падальщиков со всей округи, людям удавалось собрать достаточно других ресурсов. Кроме мяса, людям были нужны шкуры, кости и рога, применяемые для изготовления самых разных бытовых изделий и оружия. Неандертальцы же в процессе охоты применяли совсем другие методы. Первый – выслеживание и преследование. Сначала им нужно было выследить зверя. Найдя след, первобытные охотники могли преследовать добычу в течение очень долгого времени. За день каждый неандерталец проходил не меньше 10-20 километров, а мужчины-охотники и того больше. Второе – выносливость как главное оружие. Человек от природы не обладает такой скоростью бега и силой, как многие животные. Но в выносливости с ним мало кто может сравниться. Поэтому наши неандертальцы, измотав зверя, рано или поздно настигали свою добычу. Третье – тактика нападения. Но найти зверя – это только половина дела. Несмотря на усталость, лось или олень способен снова сбежать от преследователей. Или того хуже, сам броситься на них. Неандертальцы, как опытные охотники, подбирались к добыче с разных сторон, разбившись на 2-3 группы. При этом они учитывали направление ветра и умело использовали рельеф местности или другие природные укрытия. Четвертое. Финальный бросок. Приблизившись на расстояние уверенного броска, первая группа начинала метать свои, хоть и примитивные, но все равно смертоносные копья. Качественно сделанное оружие, направленное сильной и уверенной рукой неандертальского охотника, могло пробить плотную шкуру и повредить мышцы или внутренние органы животного. Раненое или просто испуганное животное пыталось сбежать от загонщиков и тут же попадало под обстрел других групп охотников. Если же зверь решался сам атаковать людей, то им приходилось вступать в ближний бой. Это часто могло закончиться ранением или гибелью одного, а может быть даже нескольких человек. Но без подобного риска о дальнейшем выживании рода
не могло быть и речи. Часть 9. Возвращение к общему очагу. В случае успеха охотники быстро и умело разделывали добычу и направлялись обратно к стоянке, стараясь вернуться к своим родным до наступления темноты. Вернувшись к убежищу, они встречались со счастливыми соплеменниками. Возвращение охотников с добычей означало, что их группа успешно пережила еще один день и будет готова к борьбе за выживание и завтра, и послезавтра, и каждый последующий день. А сейчас людям не стоило думать о предстоящих трудностях. Можно было снова укрыться от опасностей в пещере, собраться у общего костра. Поедая приготовленную на нем пищу, они общались друг с другом, получая новую информацию от своих родственников. Эти знания в будущем позволят их роду выжить в суровом и неприветливом мире. В завершении мы, по традиции, благодарим зрителей, которые досмотрели наш выпуск до самого конца. Узнать об особенностях жизни, а также истории открытия и изучения других видов первобытных людей можно из наших предыдущих роликов. Также в них рассказывается о появлении и развитии жизни на планете, самых интересных и необычных животных из разных эпох, современных экологических проблемах и прогнозах ученых на будущее человечества.